Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Май 2025 года. Второй прогноз. События ближайшего будущего. Что идет в вашу жизнь, что идет на ваш порог. И давайте с вами узнаем, что прояснится в мае. Может быть, какие-то неожиданности откроются, и в чем вы наиболее ресурсны. Хотя должна сказать, что астрологическое небо мая, оно, знаете, достаточно доброе. И это тот месяц растущей стабильности, когда у нас получится соединить и конкретику каждого дня, и видение на будущее, или то, что мы хотим, к какому знаменателю прийти, какое качество жизни мы для себя хотим построить. Можно свести к тем словам, когда, я бы сказала, посади сегодня семена того, в чем ты хочешь получить урожай завтра. Вот давайте узнаем, с чем это будет связано, или события ближайшего будущего, что спешит в вашу жизнь. И первая карта – добрые события ближайшего будущего. Что же спешит на ваш порог? Что спешит в вашу жизнь? С чем это может быть связано? Первая карта. А вторая, в чем вы поставили точку А, оно возвращается. Или, возможно, какая-то прежняя история, которую вы будете тоже продолжать. Что неожиданно откроется. Может быть и правда какая-то информация, новость. Это как четвертая карта, подсказки, знаки судьбы или подсказки высших сил, с чем вам нужно быть осторожным. Или что вам может помешать, чему сейчас где-то не время. И пятая карта у нас будет называться «В чем ваша сила?». Опять же, подсказки высших сил. В чем вы наиболее ресурсны и чему нужно уделить пристальное внимание. У нас есть вторая колода, и на второй колоде мы с вами раскроем по основным сферам жизни. И первая карта будет характеризовать. Это ваши достижения, честолюбивые планы, вопросы работы, учебы. У кого-то документы. Следующая карта у нас будет финансовые энергии, деньги. И достанем сразу 3 карты, раскроем личную жизнь. И здесь разная палитра, но все-таки весна. Настроимся на счастье, мои дорогие скорпионы. И для тех, кто в паре, или у вас семья. Вторая карта для тех, кто один или одна. Может, и есть смысл закончить этот сольный вариант. А я вам должна сказать, что астрологически Скорпион должен закончить сольный вариант до конца 2025 года. Для вас очень важно быть в паре, причем с тем человеком, который с вами на одной волне и искренним. И отношения, которые мы называем сложные, непонятно, ни туда, ни то нет, какие-то качели. Итак, что же, как добро идет на ваш порог? А вот выбор какой-то нужно делать. Причем тут выбор, вы когда понимаете, вот точно вот есть та концепция, которую вы не хотите продолжать. Но, может быть, боитесь отказаться, а вдруг потом как-то раскроются новые обстоятельства или то, что чего вы сейчас, допустим, не видите, или, может быть, не так однозначно сделать и просто какой-то выбор. И есть темы, которые сопряжены, например, с документами, юридическими вопросами, и мне не совсем понятно, но, по крайней мере, мы ведь спросили доброе событие. Поэтому какой-то выбор вам будет сделать достаточно несложно, это как минимум. Хорошо, что же еще? Мне хочется дополнительную карту. А тут вот этот выбор мог стать именно из-за того, что был какой-то либо конфликт, либо была какая-то очень сложная ситуация, когда или кто-то из вас потерпел фиаско. Но это то, что уже случилось. Вот теперь вы можете погасить конфликт. Теперь вы можете свести к нулю какую-то конфронтацию. И все равно, может быть, вы и свели к нулю что-то уже. Я такое допускаю. А выбор-то он все равно остался. И куда же вам, что же за добрые события? Но вот смотрите, вам нужно отпустить прошлое. Вам нужно проститься навсегда с вашей апатией. У нас, обратите внимание, эта колода Золотого Таро, она основана на первых итальянских картах Таро. И поэтому значения, они перекликаются. У нас здесь сам как папа, Иерофант, можно так сказать, сидит и печалится под тем разлитым кубком. Здесь у нас их 2, а 3 еще полных. И словно его утешают, говорят, да, Господи, есть тут еще очень много пространства
для счастья, и если уж это так произошло, но это не так основополагающее в вашей жизни. Мы можем застрять по какому-то пустяку или устроить себе, мои дорогие скорпионы, вы можете какую-то ненужную философию, когда нам кажется, что, ну, словно ангелы плачут. Хотя я могу, конечно, и предположить, что кто-то из вас действительно столкнулся с такой ситуацией, как обстоятельства непреодолимой силы. И вас они, вот эти чувства, или вот эта сама по себе ситуация, она вас не отпускает. И уже бы рад, а вот все как-то не сдвигается дело с мертвой точки. И ведь эта карта, когда мы застреваем именно в апатии. Вы можете застрять, кстати, не только из-за конфликта в апатии. Кто-то из-за конфликта, а кто-то может застрять именно потому, что, ну, хочется какого-то полноценного такого драйва, который приносит больше радости. А кто-то может заскучать в уголке, потому что слишком однообразно. Вот как будто работа-дом, да, вот эти два меча. И нет просвета. И все, в принципе, спрогнозируемо, все понятно, а хочется чего-то другого, не вот этих двух мечей. А когда вообще какая-то концепция, вам хочется ее изменить. Но вот обратите внимание, мы все-таки спросили с вами, что доброго идет в вашу жизнь, поэтому я должна остановиться. Вам выпали самые такие карты сложные, будем говорить. Пятерка мечей – это когда ругаемся, конфликтуем, или с нами кто-то пытается нам словно бросить перчатку. Ну, и еще одна пятерка. Пятерка всегда недостаток, недостаток положительных эмоций. И вот этот выбор, вы как будто устроили себе или видите, до этого времени могли видеть этот выбор, как мне необходимо выбирать между вот этими двумя пятерками. Либо гасить какой-то конфликт, либо жить в разочарованиях. А истина, она не в этой пятерке и не в этой пятерке, а действительно она совсем в другом. И не первый вариант, и не второй, а какой-то третий. По крайней мере, я вижу так. И дайте я достану еще одну карту. Что это означает? Ну, я так вижу, что это вы прощаетесь со всеми своими разочарованиями. И что тогда? И постепенно начинается выход вот из зоны ограничений. Или те ограничения, которые вы поставили сами себе, но мы куда-то не торопимся. И, кстати, всегда обратите внимание, по традициям, девятка жезлов, нам воин изображен, именно воин. Не кто-нибудь там просто сидящий или стоящий, а все-таки воин. Но с перевязанной головой. Но, увы, где-то шишек он набил. И поэтому основная задача не повторить какой-то опыт, но выйти из периода, когда мы, может быть, сами отказались от какого-то общения, или мы минимизировали риски, и тем самым мы минимизировали какие-то контакты. Но так не может продолжаться бесконечно, поэтому какая-то патовая зависшая ситуация у вас постепенно, шаг за шагом проясняется, или вы теперь будете настроены на то, чтобы отстроить новую концепцию благополучия. И вам словно шестерка монет по этой карте нам ангелы помогают. И если причина вот такого раздумья финансовая ситуация, то тогда деньги вы найдете, деньги есть, деньги будут. Тут у кого-то может сложиться даже ситуация, когда вам нужно совершить какой-то платеж. И сделать это нужно вот именно в моменте здесь и сейчас. А ваши деньги где-то задерживаются. И тогда у вас есть тот человек, который вам придет на помощь. И не всегда это те люди, на которых мы думаем, рассчитываем, а здесь это может быть помощь как через руки других каких-то людей или другим каким-то путем. Но у вас победа, мои дорогие, на горизонте, и, наверное, самое главное, как доброе событие. Я думаю, к чему идет. Я могу допустить, что финансовая какая-то ситуация вас, но не очень радует. Или, может быть, был спор, кстати, из-за денег. Или вы чувствуете, что вас воспринимали, пока вы кому-то помогали, или словно какие-то платежи делали. Вас воспринимали не искренне, а из отношения того, что можно от вас получить, или что вы можете дать. Тут кто-то пытался, может быть, и манипулировать. И вот теперь наступает прозрение. Да, после такого горького опыта печального мы всегда замыкаемся, девятка жезлов. Но вот уже теперь
с перевязанной головой, тем не менее, из этого забора, из 9 жезлов взял на всякий случай наш воин один жезл. Ну, так, на всякий случай, вдруг придется обороняться. Ну, так и использует и жезл. Поэтому, и это, кстати, в герметической колоде Таро. Это карта великой силы, великой мощи ваших ресурсов, ваших способностей. И, тем не менее, вы не там видите этот выход. Понимаете, у вас просто нужно оставить и первое, и второе, и пойти дальше. И ангелы словно на пороге ждут, когда вы это уже как увидите. Давайте посмотрим, пойдем с вами дальше. Неожиданный, да, смотрите, 2 шестерки. И вторая позиция, что из прошлого к вам возвращается, или что вы сами надумаете продолжать. И какого бы рода ни были вопросы, какого бы рода, мои дорогие скорпионы, ни была проблема, явно есть какая-то у вас уже усталость от какой-то чехарды, перипетии или затянувшейся ситуации. А выход, как и истина, где-то рядом 2 шестерки, 6 всегда победа. Вся наша активность по нумерологии умещается в числа, точнее, от 1 до 6. И единица, понятно, это начало, двойка это уже какое-то взаимодействие, ну и так далее. И вот 6, почему победа? И здесь победа, как и финансовая. Кстати, этот аркан говорит о финансовой победе. И значит, какие-то вопросы вы закрываете, решаете. То, что вас беспокоило, или вопросы по документам. Вот это как доброе событие. 2 шестерки, 2 победы. Ну а жезлы это опять же дела. Бизнес, работа, ну и где-то деньги тоже. Или какие-то ваши завоевания. И значит, какую-то ситуацию из прошлого вы в ней можете, ну пусть не на 100%, но то, что она завершится, и вашего процента победы будет в этом деле однозначно больше, нежели чьего-либо другого. Это факт. Но и еще какая-то есть концепция вашей победы. И 2 шестерки нам говорят не о том, что мы расслабляемся. Мы все держим под контролем. Карты вам хотят сказать, что из прошлого, если мы спросили. Вы закрываете какие-то вопросы, правда. Но, внимание к деталям. Вы все должны держать прочно в своих руках и под своим контролем, что неожиданно откроется. Какое-то дурацкое, скорее всего, человека поведение. И знаете, вот в этой колоде карт нам конкретно прописано, вот нигде я не видела, не читала к другим колодам аннотацию именно к карте дурак или шут. А здесь идет человек в белых одеждах, громко поет песни и громко стучит в бубен. Ну, собственно, мы это с вами и лицезреем. То есть налицо неадекватное поведение. Конечно, если в целом так о колодах Таро и что вы открываете, да, или какая правда, может быть, неожиданно к вам приходит какое-то известие, или открывается для вас, проясняется, у вас проясняется конкретный вопрос по одному из персонажей. Я вот вижу так. И вы могли, кстати, застрять именно потому, что вы как-то представляли себе человека, ну, по-своему. А вот теперь вы его увидите, что же есть в реальной жизни. Конечно, карта как откроется, это могут быть как и новые перспективы или вопросы, связанные с перемещением, путешествием. Это все равно карта будет говорить о том, что какая-то перезагрузка, обновление, о том, что прежний жизненный этап закончился. И вот эти 2 шестерки ведь тоже говорят, что какие-то тягостные ситуации, наверное, скорпионы, опять же, собрали самые такие грустные карты специально, чтобы подвести итог. И следом идет вот этот барьер или забор, за которым уже следует 2 победы. Но дальше опять же какая-то перезагрузка. И поэтому быть воином, правда, чтобы не набить шишек себе еще, ну или не найти какие-то старые грабли. Ваша будет сильная позиция в том, что вы не повторите какой-то опыт или то, что вам уже довелось пройти, вас сделало сильнее, вас вообще сложно обмануть. Но тем не менее, говорят, скорпиона можно обмануть 1 раз. Вот я с этим абсолютно соглашусь. Но если у тебя это 1 раз получилось, ну тогда... Ну, ты попал, держись, буквально. Люди многие это недооценивают. Или первое впечатление о вас, они еще не знают, с кем связались, правда. И не надо даже скорпиону что-то делать.
мысль Скорпиона, она очень материальна, есть такой момент. Но мы не говорим о каком-то мщении там и так далее. Тут, наверное, высшие силы все равно всегда все расставляют по местам. Это правило, которое, ну, я не знаю, в каких скрижалях прописано, но в отношении вас оно действительно работает. Поэтому какая-то перезагрузка, но и внимание, потому что и люди, может быть, продолжат вам встречаться самые разные. Давайте мы с вами узнаем, чему сейчас не время или с чем нужно быть аккуратным. Ну вот не время искаженному восприятию. И это все то, что мы по первым картам, поэтому мы с этим совсем прощаемся. И все-таки из периода ограничений или когда вы сами, ну так несколько обособились от контактов, может быть вообще словно вам не хотелось ни с кем общаться, но тем не менее, или представляли вы какую-то ситуацию по-своему, здесь все же время открыть глаза, и не время вот в этой повязке находиться. Потому что то, что нам изображено на карте, это то, что видит человек, глядя внутрь себя. Это внутреннее состояние души, когда мы на какой-то момент утрачиваем связь с реальностью, а погружаемся в собственные мысли. Понятно, что мы там найдем. Ну, это чаще бывает какой-то опыт, причем со знаком минус, и вот там мы можем застрять. Это тот бездонный колодец, который имеет билет в один конец. То есть туда попасть легко, а выкарабкаться обратно нет. Здесь как-то все сложно, и поэтому вот этим мыслям, вот этому какому-то ненужному анализу глубокой философии на мелком месте не в мае месяце, точно не место. В чем вы наиболее ресурсны? В будущем уже, вот конкретно, карта будущего. Вот наш человек, он как будто повернулся к прошлому спиной. И вот он ждет, когда корабль зайдет в гавань, чтобы отправиться. И правда, для кого-то вопросы будут как поездки, путешествия. Не обязательно путешествия, которые как отдых, хотя у кого-то и так проиграется. Но, может быть, это и по работе. Может быть, вы хотите работать из любой точки мира, или вы всегда мечтали, и, в принципе, к этому будут предпосылки. С другой стороны, вы можете задумать какую-то реструктуризацию своего бизнеса. Вы можете задумать поменять работу, здесь у каждого по-разному. Или вы меняете сами себя, свое отношение к реальной жизни. И это для вас, когда мы именно смотрим в горизонт и где-то не устраиваем себе сеанс самокопания. В этом сильная позиция. Ваши достижения. Фантастика. Какой-то жизненный этап, созданный из разочарований или из каких-то, может быть, и минусов, не обязательно из побед, а с каких-то, может быть, и предательства, или каких-то сложных отношений. Все, там уже точка, мои дорогие скорпионы. Посмотрите, можно не знать даже карт, но, в принципе, когда я доставала, честно скажу, по первой карте, у нас выпадали вот какие-то одни негативные карты. А это ведь что доброе спешит на ваш порог или в вашу жизнь. Я думаю, ну, елки-палки, вообще не могу понять, для чего это. Понятно, что это уже то, что произошло. Но к чему это все идет? Ну вот, видимо, стоило разложить весь расклад, чтобы видеть две карты будущего. Две тройки жезлов. И это два человека, которые уже к прошлому повернулись спиной. И это на любые вопросы, будь то документы или будь это обучение. Значит, для себя я вполне такое могу предположить, что для кого-то из вас это может быть освоение новых технологий. Или, к примеру, если был бизнес и был он у вас офлайн, здесь вы задумаете онлайн бизнес, или какую-то свою работу, которая тоже была офлайн, может быть, вы эксперт, профессионал в каком-то вопросе, вы здесь тоже можете перевести в онлайн или рассмотреть для себя какой-то вариант работы из любой точки мира. Правда, рост вашей популярности, мои дорогие скорпионы, здесь вообще вы меняете, есть у меня такая фраза, изменить походку. То есть это вот вы меняете какую-то даже траекторию движения, и причем, если мы говорим о походке, как будто даже вам не интересно, кто вам там что думает, или вам даже хочется, чтобы вас некоторые персонажи словно забыли, не узнавали, чтобы никто не мешал вашей победе, чтобы вашему продвижению никто и ничто не мешало. Поэтому, правда, мы смотрим в будущее, и в этом и ваша сила, и одновременно какие-то уже и результаты в мае. А что же про деньги? Здесь как новые
знаете, освоение новых, может быть, финансовых систем. И такое я могу предположить, в мае может меняться. Или это будет сопряжено с тем, что какие-то ресурсы меняются, или система взаиморасчетов. Но Паш Кубков, это вы чем-то остаетесь довольны. Да, это Паш, когда про обучение, опять же, нам говорят карта. То есть к чему-то нужно вам адаптироваться, но это вам нравится. И у вас это каким-то образом вам будет помогать, во-первых, хорошее настроение. Но мы смотрим на деньги, и нам уже, в принципе, карта сказала, что финансовые вопросы вы решаете, или деньги есть и деньги будут. Но не совсем в контексте мая. Здесь нужно что-то изучить и переложить на следующий период. А что еще у нас про деньги? Ну, деньги есть, и опять же, может быть, ваша десятка пентаклей. Тут вообще уже по максимуму нам говорят. Поэтому, какой бы сложности ни стоял денежный вопрос, у кого-то закрытие кредитов, у кого-то открытие, у кого-то именно через сферу вашей занятости или дополнительного дохода, или одновременно это жилье, когда вы хотите переехать с семьей. И тут тоже какая-то сделка может быть. Продажа и купля. Но, правда, мои дорогие скорпионы, подведем итог. Деньги есть, деньги будут, и вас что-то радует. Личная жизнь для тех, кто в паре. Готовьтесь к неожиданностям. Это могут быть какие-то, ну, такие ситуации, когда вам придется вместе, может быть, или одному. Тут ведь нам один пока показан, но тем не менее мы смотрим на пару. Поэтому у каждого по-своему. Куда-то собраться, отправиться или ловить словно какую-то информацию, чтобы не упустить удачного момента. По этой карте могут приходить какие-то предложения или когда нужно быстро собраться, совершить, допустим, поездку для того, чтобы увидеть что-то своими глазами. Чтобы вот как из этой неожиданности или каких-то наших предположений выстроить более точную конкретику. Я такое могу предположить. Или не упустить момент, время, оформить какой-то документ. И может быть по этой карте, когда, предположим, вы сидите, занимаетесь каким-то своим делом, и вам позвонили и говорят, так, вот если вы хотите оформить, допустим, что-то, вы должны быть у нас в течение часа. Поверьте, в течение часа лучше быть и не отложить что-то на потом. Именно идет по этой карте. Вот самого разного рода неожиданности. Но я так вижу, раз выпала десятка пентаклей, мои дорогие, для тех, кто все-таки эта карта еще и иногда и семейная, или карта пары, ну, какого-то общего дохода или общей концепции семьи, потому что благополучие карта. И тогда для вашей семьи какие-то есть новые возможности. Ну, добрые энергии для тех, точнее, кто в паре или человек семейный. Может быть, и, кстати, сведения от детей. Вот я такое тоже могу предположить. Или кто-то из вас получит весточку от детей, и дети, ну, проявят, может быть, даже затрудняюсь сказать, что это может быть. Либо какой-то проект, который звучит от детей, или даже дети вам могут что-то предложить, может быть, поехать, переехать. Вот такое тоже могу допустить. Ну, кто знает, а может быть, дети ваши ведут бизнес и вам предложат какое-то участие. Я такое тоже не исключаю. Очень часто, если бизнес семейный, привлекают и родственников, и неважно, сколько вам лет. Это карта позиции одиночества, четверка пентаклей. А я не вижу тут движения, что есть желание что-то, ну, куда-то двигаться. Вы несколько подзастряли. Вам как будто не может не хотеться. Или не то, что явно не хочется. Вам все равно. Четверка пентаклей, карта жадины. Когда вот то, что у меня есть, вот я и хочу сохранять, а больше меня ничего не интересует. Может быть, это у кого-то ревность иногда проходит по тому партнеру или по тем партнерским отношениям, к примеру, да, которые уже случились. Или которые история закончилась, а вы все живете воспоминаниями, и где-то ревность вам мешает. Но, может быть, это одному-двум важно услышать, но тогда вам это действительно мешает. Это тоже некоторые вот так, как вот до девятки жезлов, вот эти все эмоции, палитра, которую мы с вами достали. Но давайте все же это не для всех, для тех, кто один или одна, познакомиться. А правда, могут быть какие-то отношения. Но тут, конечно, нужно зрить в корень, потому что вы столкнетесь с какими-то новыми людьми. И есть возможность.
познакомиться сама по себе. Или я могу допустить какое-то недавнее знакомство, вы будете сохранять тоже. Вот такое есть. И что? Угу. Вы знаете, у кого-то тут по-разному. Мои дорогие девочки, это вы могли познакомиться с каким-то властным императором, и непонятно, как к нему относиться. И вроде бы, может быть, даже человек статусный, или имеет такие в своих руках рычаги влияния. И вроде так подумав, ну и нравится, может быть, и кажется этот человек надежным, но есть все-таки некоторые составляющие по нулевому аркану, которые, пока я не знаю, что от него ожидать. Вот вы можете думать и так. Вы можете сохранять эти отношения. Вы можете столкнуться, кстати, познакомиться, идя в какие-то инстанции, познакомиться с человеком. И началась беседа с деловых вопросов. А кто знает, вполне вероятно, эти контакты могут и продолжиться. Но опять же, это не для всех, наверное, самая разная палитра. А что еще? И вы, мои дорогие мужчины, тоже где-то можете столкнуться с чем-то подобным. Ну вот смотрите, император и король Пентаклей. Понятно, что тут какие-то согласования, деньги и персоны, которые стоят, я такое могу допустить, несколько выше по лестнице иерархии. Это можете быть вы сами, кстати, и неважно, кто меня смотрит, когда у вас на повестке этого месяца есть важные согласования раз и решение денежных вопросов два. И вы можете сказать, меня ничего не интересует. Вот вы сами можете не проявить к чему-то интерес. Или поставить перед собой, ну, как какой-то барьер, опять же, пока я вот эти вопросы не решу, ни о чем другом, я даже себе запрещаю как будто думать. Так а что же с личной жизнью для тех, кто один или одна? Ну, наверное, самая разная палитра. Карта Солнца, тем не менее. Но вообще у вас выпали статусная карта, что вы что-то сохраняете. И все же есть элемент обновления. Мои дорогие скорпионы, я вижу так, что вы можете завершить все-таки какую-то ситуацию, если она вам набила оскомину, и смело шагнуть вперед, потому что нулевой аркан. Но кто-то на это не решится, а кто-то будет, решая свои вопросы, как раз познакомиться с человеком, и это продолжится. Или, может быть, недавние контакты тоже могут. Вы еще пока можете не ощущать себя парой, но тогда с учетом короля Пентаклей и одновременно император. Вполне вероятно, мои дорогие, что это тот человек, которому, ну, надо подумать. Может быть, есть смысл доверять. Ну, надо подумать, я говорю, потому что у вас два аркана нулевых, понимаете? Здесь вот на этих картах все же мы все разные. Не все так однозначно. Но ведь я и не исключаю, что это вы кому-то относились, думали, да какая ерунда, а не отношения. А человек может себя проявить с каких-то очень положительных качеств, надежных. Вам может не все нравиться, потому что, к примеру, как император сложные люди проходят. Это когда есть два мнения, мое и неправильное. Попробуй договорись. И тут и 200 раз подумаешь, а надо мне эти отношения, если я себя буду чувствовать как, ну, на непонятном каком-то статусе. Но король Пентаклей здесь уже теплее, будем говорить. Это как раз те люди, которые не боятся ответственности, которые готовы вкладываться в любимого человека. Тоже не задача. У него сложновато с вдохновением, с романтикой. Слишком приземленный. А для вас романтики хочется, для вас чувства тоже важны. А для короля Пентаклей, ну, тут так по-разному, будем говорить, все-таки по-разному. Эти люди, они, да, они действительно надежные. Но, опять же, если установили себе какой-то паттерн, шаблон, хоть ты лбом бейся, не отступит. Но, тем не менее, карта Солнца. Переложите. Я думаю, какая-то подсказка будет. Ну, а для тех, кто в сложных отношениях, выбор, мои дорогие. И, может быть, это сложные отношения, когда вы чувствуете себя уже практически свободным человеком. Нет этих отношений. Какая-то абракадабра, белиберда, которая уже надоела. Может быть и так. И у вас выбор стоит. Кому отдать предпочтение? У кого-то и так, опять же, мы все разные. И поэтому, может быть, и такая позиция, когда вы один или одна, она неоднозначная нам выпала.
Но кто-то даже, если есть сложные отношения, и пусть нет партнера, но вы, знаете, тут как мечта, цель, когда хочется более добрых эмоций, и вы словно устали от какой-то неразберихи, мои дорогие, и вы тоже можете уже, ну, как-то по-другому оценивать ваши взаимоотношения. Вот непонятно что-то вам на личную жизнь. Давайте для тех, кто в сложных отношениях. Что это? Ну, победа какая-то есть. Ну, понятно, тут так. Либо победа чего-то добиться, либо победа расстаться. Может быть и так. У кого-то может быть и вопросы, которые связаны с судом, или прежняя история, которая де-факто закончилась, а де-юре еще что-то связывает. Но выбор, он присутствует. Наверное, выбор хорошо, чем когда выбора нет. Поэтому все-таки победа. У вас две карты победителя, карта солнца. Что-то очень важное, мои дорогие скорпионы, может проиграться у вас в мае. Вы люди интуитивные, и я буду очень благодарна вашим комментариям, ну, наверное, это уже май или по прошествию мая, потому что мне даже сложно предположить, какие истории могут разворачиваться. Поэтому я всегда с удовольствием читаю ваши комментарии. Спасибо за ваши добрые слова. Ну вот мой месяц. Буду благодарна также, когда вы мне напишите, что это за непонятная какая-то или как задача, или уравнение с множеством неизвестных проигралась в мае. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие любимые скорпионы.